Всем привет! Давненько я не делал видео. Надеюсь, фоновый шум сильно не мешает. Здорово, что многие из вас прошли те два теста, которые я прошел на маскулинность и феминность. В этом видео я хотел бы поделиться с вами своими мыслями про внутреннюю трансфобию. Судя по вашим комментариям на тест о феминности и маскулинности, я понял, что многие из вас принимают его за тест на трансгендерность. То есть, если у меня много мужских качеств, значит, я достаточный трансгендер, то есть ФТМ, да, чтобы, например, делать переход или что-то типа того. Я хочу отметить, это просто тест на мужские и женские качества. Это тест, который проверяет вас на стереотипность вашего поведения. И ни один тест никогда не сможет заглянуть вам в душу, и только вы сами сможете сказать, насколько вы себя ощущаете. Поэтому, пожалуйста, рассматривайте этот тест чисто как, такой для личного интереса. И он говорит о том, как хорошо вы уживаетесь в этом обществе. Как вы уживаетесь в женском, например, обществе или в мужском. Итак, перейдем к теме этого видео – внутренняя трансфобия. Все, что я сейчас скажу по этой теме, и, собственно, как и ко всем видео, это чисто мое мнение, чисто мой взгляд, и вы можете его разделять, а можете не разделять. Итак, я нередко встречаюсь с таким высказыванием трансгендерных людей о том, что они не трансгендеры, а точнее, что они не ощущают себя трансгендерами, а ощущают себя, например, ФТМ говорит: я не транс, я парень, или я мальчик. И это распространяется совершенно на любой возраст даже. И, например, особенно дети, среди детей можно часто услышать такое, транс-детей, что они говорят: я точно знаю себе, я девочка, или я точно знаю, я мальчик. И сам я тоже помню, что когда я был маленьким, я увидел, есть девочки, есть мальчики, и такой посмотрел на себя, я как будто девочка, что ли, или как? Нет, это неправильно, я мальчик. И если бы мне кто-то сказал: на самом деле ты не мальчик, а на самом деле ты девочка, которая хочет стать мальчиком, это означает, что ты транс-мальчик. Я бы сказала: да нифига, нет, я просто мальчик, просто тут что-то не так, и пожалуйста, исправьте вот это мне. Я никакой не транс-мальчик, что за фигня? Другой пример может быть такой, что транс-женщина говорит о себе: я женщина, и не надо обращаться со мной и ко мне как-то иначе, как будто я не женщина, а какая-то особенная, или да. Потому что таким образом я чувствую дискриминацию по отношению к себе, мне это неприятно, называйте меня женщина. И то же самое работает, конечно, с мужчинами. Что я думаю по этому поводу? Дело в том, что, конечно, если речь идет о дискриминации, и речь идет о каком-то занижении транс-человека по отношению или по сравнению к цис-человеку, то, разумеется, это даже тут нечего обсуждать. По равноправности и по настоящести и цис-мужчина, и транс-мужчина, и женщина, и так далее, одинаковы. И к этому же относится, конечно, то, что нельзя трансгендерного человека просто так аутовать без его согласия. Потому что ему это будет просто неприятно в лучшем случае, а в худшем случае его будут дискриминировать по этому поводу. Но если исходить из защищенного пространства и уже не смотреть на дискриминацию, которая существует, разумеется, то трансгендерность – это не состояние, которое где-то между полами, а это просто явление, такое же, как и интерсексуальность, которых огромное количество разных видов. И они, транс-люди и интерсекс-люди, они не какие-то меньше мужчины, женщины, люди или что-то еще. В то время как каждый человек может, и никто это у него не отбирает, засовывать себя в ячейку только М или только Ж, лично я считаю, что это именно такая транс- или интерфобия внутренняя, исходящая именно из того, что человек представляет себе, что настоящесть является только прерогативой мужчин и женщин. А что касается маленьких детей, тут все очень просто. Я тоже чувствовал себя мальчиком, потому что я не знал, что существуют транс-мальчики, и потому что я не знал, что транс-мальчик такой же мальчик.
И это, конечно, окей быть трансмальчиком. Точно так же, как и транспарнем, или трансженщиной, или интерсексуалом. А как можно себя чувствовать кем-то, о существовании которого ты, собственно, даже и не знаешь? Или а, чья роль в обществе считается какой-то страшной, болезненной, более низкой, чем когда у тебя все хорошо. Я считаю, что у нас у всех все очень хорошо, и давайте распространять информацию и любовь. Спасибо за внимание, это было лично мое мнение. Пишите в комментариях, что думаете вы, и до следующего раза. Я вижу, очень скоро у меня уже будет 5000 подписчиков, это здорово, и по этому поводу я придумал, что сделаю для вас особенное видео.